Good boy. Ты что, дурак, что ли? Out of my face, asshole! Hello everyone. Aprilia Leonardo 250 Fuel System. Топливная система Aprilia Leonardo. Оригинальный топливный бак. Made in Italy. 99 год, 3 месяц. Март. Мартовский. Итак, сразу можно начать с интересного. С топливным баком есть нюансы. Кто-то додумался закрутить пластик очень длинным винтом, и этот винт, естественно, пробил топливный бак. Бак течет. Спасибо, что сверху только. И в одном месте. В этом месте не течет. В общем, придется запаивать. Собственно, для этого, я бы и так разобрал, не только для этого. Я разобрал все, как всегда, кто бы сомневался. Крышка горловины, кстати, на схеме никаких резинок не обозначено, а у меня здесь была какая-то самодеятельность. Горловина заливная с отверстием от перелива. То есть здесь должен быть штуцер, к которому подсоединяется шланг, и шланг этот уходит в дренаж, то есть вниз байка. Да. Кто-то его отгрыз, придется модифицировать. Парт, номера кому нужны. Фокус. Я уже немного все резинотехнические изделия смазал. Они все старые, я их оживляю высокопроникающими и силиконовыми жидкостями. Пока что не до замены, это все потом. Далее, это ограничительная втулка, которая крепится внизу заливной горловины на 3 винта. Встроенный ограничитель, я так понимаю, чтобы глубоко не засовывали. Все продумано, не то что... вы поняли. 10 гаечек под, соответственно, 10 шпилок. Все уже отмыто. Да, бак пластиковый, для тех, кто не понял. Не пластик, композит. Называют все пластик, а на самом деле это композитный сплав. Он имеет свойство в некоторой степени пропитываться горюче-смазочными материалами. И пары, естественно, сохраняются более длительное время и требуют более тщательного удаления. Перед тем, как что-то паять, я же буду запаивать это отверстие, если вы уже успели забыть. Конечно же, внутри все моется с мылом, моется несколько раз, высушивается полностью до, практически полного исчезновения такой маслянистой пленки внутри. Иначе, если вы просто сольете бензин и высушите бак, думая, что все пары уже очень быстро испарились, так как бензин это легко летучая жидкость, есть все-таки риск, что может что-то вспыхнуть. Здесь система заливной горловины с системой измерения уровня топлива и бензонасосом собраны воедино. Бензонасос Made in Japan работает по принципу создания вакуума. То есть вот эта трубка соединяется шлангом с головкой двигателя, точнее промежуточной частью между головкой и карбюратором. За счет создания вакуума при работе цилиндра поршневой группы создается разрежение и вакуумный клапан срабатывает. В 2 словах. Отмечу, что этот бензонасос вакуумного типа здесь выполнен как погружной, но я так понимаю, он может быть и не погружной, то есть может быть вынесен за пределы топливного бака. В бак может погружаться только вот этот фильтрующий элемент, через который осуществляется забор топлива, а сам насос может стоять где-нибудь в любом месте на байке. На Ямахах как раз таки он стоит где-то вовне. Какая компоновка лучше? На мой взгляд, вот это лучше из соображений понижения центра тяжести. Чем ниже все возможные веса, тем ниже центр тяжести, тем легче оперировать байком. Я за это. Я за снижение масс и за понижение центра масс. И, конечно, соблюдение баланса между осями тоже быть должно. А конкретно на скутерах, как мы знаем, с этим есть проблемы. Здесь топливный бак вынесен под полик, куда становятся ноги райдера. И это тоже считаю очень клевым решением. По той же самой причине более грамотного распределения баланса. На китайских скутерах, у меня был китайский скутер, для тех, кто не знал, топливный бак стоит
наверху сзади. Здесь и так все массы располагаются сзади. Еще и топливный бак располагался сзади, вверху. Это нехорошо. Не надо так делать. Вот эта компоновка меня очень удивила, меня очень порадовала. Разумно, грамотно. Nice. I really like this. Но, как мы можем видеть, есть, конечно же, и один минус для тех, кто любит вкручивать саморезы. Точнее, это для меня минус. А для тех, кто вкручивал этот саморез, это вообще не было минусом. Никто не парился, никто не думал, что здесь баг. Люди видели горловину, а все остальное их не интересовало. Это я вот здесь ерундой какой-то занимаюсь, вот запаивать еще буду. Ну, я же говорю, это диагноз, да? Все должно работать соответствующим образом, функционировать и дарить радость. А в этом мире это сложно. Здесь немножко в плачевном состоянии горловина. Это была выточена самодельная прокладка. Ну, сделано хорошо в плане размеров и разметки. Это мне очень поможет при вырезании более адекватной. Но она из очень тонкого металла. Я вырежу прижимную платформу, которая, ну, хоть немного спасет здесь ситуацию и прижмет всю горловину более плотно к топливному баку. Пока я разбирал, постигла вот такая неудача. Один фитинг я обломил. Он никак не хотел слезать даже со шланга, из которого я его пытался вытянуть уже после того, как обломил. Пришлось разрезать этот шланжик, потому что он был каменный. Эта штука, конечно, неприятная, но не сильно печальная. Да, я уже придумал решение. Для начала попытаюсь спаять. Так, как где он? А, вот он, этот пин. Да, кстати, для тех, кто будет точно так же пытаться его сдернуть, имейте в виду, что именно на этом фитинге имеется засечка. Шланг сверху придавливается еще хомутом, но вот эта насечка имеется только на одном. Это тот самый пин, который подает питание на карбюратор. Вот сюда подходит. Вот он, злополучный шланг. Здесь же хомут. Ну, здесь уже он с двух частей состоит. Он уже... Хотя нет, здесь довольно эластичный, но на конце каменный. Чудо-хомут. И второй шланг, о котором я уже упомянул, подходит вот как раз сюда. Вот этой промежуточной части. Она здесь тоже требует... Ну, здесь все требует внимания. Это точно так же будет диссассемблено на атомы. Вакуумный шланг подходит к бензонасосу вакуумного типа. Это вход системы питания, да, карбюратор соединяется с головкой блока цилиндров. Поршень создает отрицательное давление, образуется в некоторой степени вакуум и включается в работу бензонасос за счет этого образовавшегося вакуума. Соответственно, фитинг на вакуум, фитинг на питание. Вот эти два фитинга были соединены между собой перемычкой. Вроде как похоже на, ну, хомутики заводские. Но почему это было соединено между собой, я не знаю, на схемах. Если я не ошибаюсь, все выглядит иначе. В это отверстие вставляется сенсор, измеряющий уровень топлива в бензобаке. Leonelli, Spain. Уплотнительная резинка, конечно же, с него. Ну, винты. Это вот эта планка, которая держит бензонасос. Вот сюда вкручиваются. Здесь было обильно все залито герметиком. Но я думаю, без него здесь уже и не обойтись будет. Я буду тоже использовать данный компонент. Фильтрующий элемент. Сеточка, которая присоединяется сюда, через которую осуществляется забор топлива, поступающего в бензонасос, ну, в дальнейшем в систему питания. Она, в принципе, была в приемлемом состоянии, но вот эти потемнения, это что-то типа small, ну, темные места, видно, что здесь прям пятно оторвалось. Может, еще пополоскаю, ну, carb cleaner, дроссельной заслонки, ничего из этой химии, вообще никакого воздействия. Полоскал в ацетоне и механическим путем пином изнутри аккуратно, чтобы не порвать нигде, не повредить эту сеточку. Вычищал и вычистил. Следующий момент, так как здесь хомутики, я так понимаю, одноразовые. Ну, если их разогнуть, согнуть их обратно должным образом, я сомневаюсь, что уже получится. Поэтому мне, наверное, придется разобрать этот бензонасос и посмотреть, что у него там внутри. Особой надобности я в этом не вижу, если честно, так как бак композитный. В баке было все чисто, ну, минимальный какой-то мусор был, да, но никакой ржавчины, ничего подобного. Фильтрующий элемент тоже. Понятно, что какие-то small, ну, я так понимаю, это осадки каких-то нефтяных продуктов, ничего критично серьезного не наблюдалось. Можно было бы не разбирать, но
вот эти хомуты. Мне нужно все это помыть. Я не могу с чем-то работать, чтобы это не помыть. Вот это все нужно вымыть. А если я буду мыть, сюда попадет вода, я не знаю, что здесь. Ну и в целом посмотреть, что там, как это устроено. Заодно и вы будете знать. Так что сейчас разберу эту штуку, покажу вам, что внутри, и узнаю сам. Итак, что мы можем наблюдать здесь? Как раз таки, наверное, система, в которую лучше не лезть. Тот самый случай. Здесь мусор все же есть. При этом эта мембрана щелкает. Мембрана пластиковая. Интересная. Здесь прокладка, я так понимаю, там то же самое. И он тогда получается двухсекционный, что ли. Но эта часть не захотела отсоединяться. Легко отсоединилась эта. Не знаю, особо смотреть здесь не на что. Ну, сейчас почищу. И если задняя часть не отсоединится, то соберу назад. В общем, вторая сторона сидит очень плотно, а сильно открывать ее не стал. Да, даже так умею. Собрал как есть. Но, признаюсь, было сложно преодолеть себя и оставить что-то неразобранным. Но боюсь порвать прокладки. Ну, если все очень плотно сидит, я не думаю, что там что-то критичное. Тем более, если в первой секции почти чисто. Вторая будет уж явно не в худшем состоянии. Итак, подытоживая по топливному баку. Здесь отверстие, которое было запаяно. Здесь насечка, которая была тоже запаяна. Уже даже не вижу где. Хорошо запаяна. Радостно. Далее. Сломанный фитинг. Решился этот вопрос со второго подхода. Припаял обломанную часть, но вот здесь, где она как раз примыкает, вот в этой щели, где видно на этом образце, здесь тоже секло. То есть было уже либо до надломано, либо, когда я уже сломал, отломилась не только эта часть, но и сбоку микротрещина появилась. Пришлось отломить, запаять и уже припаивать назад тот кусочек фитинга. Было нецелесообразно. В крепкости возникали сомнения. Поэтому я решил это таким методом. Берется такая штука. Это ниппель от бескамерного диска. Срезается вся резина. И как раз остается подходящий такой пин, латунная деталь, которую, как вы можете видеть, я сюда вполне удачно впаял. Обычным паяльником она очень хорошо нагревается и впаивается до нужной глубины. На мой взгляд, это надежное и качественное решение в данном случае для меня. Из быстро доступных. Она чуть ли не до самого конца вплавилась в имеющийся пластиковый фитинг на нижней стороне. Герметичность проверена, все ок. Держится тоже очень крепко. Единственный момент, что расстояние для шланга прям вплотную, в принципе, тоже можно рассматривать как преимущество. И еще один единственный момент, это то, что шланг будет выходить вертикально, но это уже дело 59-е. Можно вокруг горловины вот так пропустить, и он как раз плавно будет уходить в сторону карбюратора. Можно было впаять что-нибудь по изящнее и более подходящим по форме, с загибом, но здесь возникает две проблемы. Первое, латунных таких деталей у меня нет, под рукой не оказалось. А второе, после впаивания нужно обязательно прочистить финальное отверстие, так как в результате впаивания в пластиковую трубку внутри образуются наплывы от плавления, и они закрывают топливопровод. Это ощущается даже при проверке герметичности методом пневматического давления, создаваемой в дыхательной системой. Проще говоря, дуя в фитинг, ощущалось сопротивление, которое отсутствовало до плавления. А при интеграции прямого фикса я вполне легко сверлом убрал все эти остатки плавления, и теперь все надежно, герметично, пофикшено. И попутно запаял все трещинки. Не запаял, а скорее заварил пластиком с элементами армирования. То есть паяльником с регулировкой температуры нагрева прям подпаивал. Пластик не кипятил, то есть в чем разница? А когда вы будете пытаться паять пластик обычным паяльником, у которого нерегулируемая температура нагрева, вы будете просто его кипятить и по сути будете пережигать пластик. В результате чего он будет становиться максимально хрупким. Визуальную видимость вы создадите своих работ, потратите время, прочность данных соединений будет плачевная. При пайке, казалось бы, обычным паяльником, но с регулировкой температуры нагрева, он не нагревается до такой степени, что пластик закипает, он реально плавится. То есть нужно немного ждать, и получается такая вязкая структура именно плавления. И вот тогда реально адекватно можно
паять. Ну и еще все трещинки я дополнительно армирую тонкой медной проволокой. Принцип армирования. Проволока, допустим, если трещина идет вдоль, проволока сгибается как минимум зигзагом, а так можно восьмерками различное. Что-то по аналогии с формами сварных швов. В принципе, и пластик точно так же паяльником паяется. И такой же алгоритм применяется для формирования кривых впаиваемых элементов армирования. Самое интересное – прижимная плита, которая получилась не с первого раза, чтобы было понятно. Это то, что здесь было. Это никуда не годится, это полная фигня. Я подозреваю, что по этой же причине, ну здесь еще конский слой герметика был, понятно почему, потому что здесь все потрескалось, опять-таки по причине того, что вот эта фигня, это полная фигня. Но я ошибочно думал, что это заведомо кривая, нехорошая деталь послужит мне хорошей основой для изготовления более качественной. Не получилось. Полная печаль, я потратил время на то, чтобы более-менее форму вырезать, общую форму этой детали, побеждающей в номинации «Самое кривое изделие этого года». По вот этим отверстиям разметил точно такие же отверстия, но здесь-то вся эта пластина гибкая и легко искривлялась еще сильнее при натягивании ее поверх всей этой конструкции на шпилке. Материал моей версии более крепкий. Это нержавейка, которая, как можно догадаться, обрабатывается, сверлится гораздо сложнее, чем потратил время на то, чтобы просверлить все эти отверстия разными диаметрами сверл. Примерил, не подошло. Рассверлил побольше. Третий раз все равно вышло криво, но уже налезало. Обрадовался хоть этому. Когда все из говна, ты начинаешь выбирать, какому говну порадоваться. Далее наметил примерное отверстие под горловину и топливный сенсор. Начал думать, как же мне их вырезать, выпилить. Ничего подходящего для проделывания таких отверстий у меня нет. Начался поиск быстрых решений на лету. Первое, что влетело в голову, это засверлиться, чтобы просунуть ножницы и прорезать примерное отверстие. Но это слишком жесткое для ножниц, особенно для вырезания каких-то форм. Идея отпала в процессе. Следующий метод, который пришел в голову, это высверливание по контуру. Сразу отлетела эта идея, так как два сверла уже сломалось. Третьим вариантом было ножницами сделать лепестки и потом здесь их уже либо отпилить, либо отрезать теми же ножницами. Тоже фейл в процессе. Ну и последней говняной идеей было выпилить хоть что-то болгаркой. Окно, которого мы заслуживаем. Поэтому не повторяйте моих ошибок, не пытайтесь сделать что-то хорошее на основе дерьма, сделать что-то требующее точных измерений без этих точных измерений. Я в целом думал, что у меня же уже есть образец, хороший образец. Я думал, что я вообще изи, легко и быстро сделаю свою версию. Получилось то же самое. А как же решить эту задачу при минимально доступном инструменте и с максимально положительным результатом? Берется лист бумаги, либо тонкого картона, что-то довольно тонкое, чтобы при пробитии отверстий вы не загнали шпилку, не продавили ее сквозь композит. Пробиваются эти отверстия прямо по месту. Таким образом вы получаете максимально точный макет, который вы можете проверить, который вы можете легко и быстро переделать, скорректировать. Не пытайтесь намазать что-то на шпилки и путем переворота сделать какие-то отметки. Это даст меньшую точность, сразу предупреждаю. Далее задаете общую форму. Здесь есть некоторые пазы, по которым я прям карандашом удобно было обводить. По вот этому пазу стержень карандаша, ручки идет очень хорошо, и, соответственно, мы получаем подходящую форму. Дальше. По этому макету общая форма платформы воплощается в металле. На ней делаются насечки под будущие отверстия, просверливаются эти отверстия, они все равно получатся с небольшой погрешностью. Я, по-моему, вот эти два рассверливал, и все равно оно все довольно плотно садится на шпилки. Но это тоже неплохо. Далее начинается самое интересное. Это выбор формы двух следующих отверстий. Если с этим все ясно, да, здесь это овал, то что выбрать здесь, нужно подумать. Я решил применить немного
своих математических знаний и выбрал форму треугольника Рело. Вы можете погуглить, что это такое. Это фигура постоянной ширины, то есть как бы вы не измерили ее ширину, то есть диаметр, у вас всегда получится одно и то же значение. В данном случае это 65 мм. Помимо моего интереса в применении математических знаний на практике при изготовлении данной детали, в ней еще и присутствует максимальный функциональный смысл. В чем это заключается? Фигура постоянной ширины, треугольник Рело в данном случае, имеет минимальную длину периметра. В данном кейсе задача звучит так. Необходимо выбрать определенную площадь, при этом с максимально короткой длиной периметра. Если с площадью вырезаемой полости все понятно, то в чем выражается необходимость в минимальной длине периметра? В том, что иного метода, кроме как выковывать методом теснения, методом молотка и зубила, у меня не было. Соответственно, чем меньше периметр фигуры, тем меньше работы мне пришлось бы проделывать. Так что треугольник Рело здесь максимально подходящая фигура. Длина периметра минимальна, работы по обработке этого периметра максимально мало, количество вырезаемого металла минимально. Опять-таки я хотел этого добиться, чтобы данная платформа получилась именно платформой, а не кольцом или какой-то прокладочкой. И в целом, чтобы общая прижимная плоскость была максимальной, потому как состояние пластиковой детали оставляет желать лучшего, да? Возможно, в дальнейшем пластиковая деталь совсем уйдет в небытие, а на основе данной платформы будет разработано более надежное решение. Вот, надеюсь, было не слишком сложно, а если и было сложно, то все равно по итогу стало понятно. Далее дело за разметкой, как спозиционировать треугольник Рело в имеющейся платформе с отверстиями. Предельно легко. Замеряем расстояние между отверстиями, делим его пополам, это и будет входной точкой для одной из вершин треугольника. Здесь то же самое. Замеряем расстояние между двумя отверстиями, центр, и вот треугольник уже адекватно спозиционирован. Он опять-таки будет спозиционирован с погрешностями, и еще погрешности добавятся при выборке металлической части. Но все эти погрешности не критичны. Площадь выбрана, далее дорабатывается уже имеющимися методами, там, напильниками, чем угодно. И начинается квест по продеванию горловины в треугольник Рело. Это такая небольшая головоломка, если вы столкнетесь с ней в первый раз. А так вы же уже знаете, да, что при правильных замерах ваша горловина однозначно пройдет. Да, все эти построения на плоскостях выполняются с помощью циркуля и линейки. Элементарно. Я думаю, если вас заинтересовал треугольник Рело и вообще фигуры постоянной ширины, то вы погуглите и очень легко с этим разберетесь. Это не сложно, это интересно. Интересно математически и интересно визуально получилось. Мне понравилось. Я хотел это воплотить. Я это воплотил. Спозиционировал, примерил, немного шлифанул, чтобы блестело. Никаких тут полировок, да, зеркала я выводить не буду, потому что не до этого. Это когда мне совсем все будет круто, и я захочу, чтобы в этой плите отражалось все прекрасно, я этим займусь. Снимается она точно так же легко, как и надевается. Да, кстати, может кто-то слышал про роторы, вообще роторные двигатели, что такое ротор. Так вот, ротор имеет форму треугольника Рело. Еще для тех, кто думает, что крышка бензобака должна запирать бензобак герметично и подкладывает всякие резиновые кольца сюда, спешу вас разочаровать. Здесь специально предусмотрено отверстие, а в крышке специально предусмотрена прорезь. Если вы найдете последний виток, вы увидите, что вдоль него продолжается тоненький канал, который сообщается с вот этим отверстием, через которое осуществляется снижение давления, чтобы бак не раздувало и никаких пагубных последствий в результате этого раздутия не было. Теперь-то это актуально, теперь-то бак запаян. Лишних отверстий здесь нет, только предусмотренные. На этом основные работы с топливной системой закончены. Здесь я еще отмою, очищу все это немного. Это тоже в силикон пойдет.
в силикон пойдет. А здесь я думаю, такой же фичой решу вопрос вывода шланга. Нужно будет купить нормальные шланги и подсоединить все по схеме. Что ж, надеюсь, информация, предоставленная мной в данном видео, была полезной и интересной. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии о диsassembling карбюратора, клининге и обратной его сборке. See you soon. Bye. Фокус, фитинги или штуцери. Не знаю, как верно. Надеюсь, поняли. Мне уже то, зачем, то, в чем, блядь. Это ниппель. Вот. Ну, понятно. Ниппель, блин. Мне, как вы поняли, интересно. Ну и попутно, понимаете. Где она там, блядь? В этом механизме слишком мало фичей. Орех упал. Куда едешь? Катайся! Поехали направо! Поехали! Гони! Давай! Давай! Ой! Впереди он едет, и мы сзади. Сопровождение. Да ёб твою мать, блядь! Витёк! Спрыгивай с велосипеда!